Молодец. Справилась. Я приехала. Самый шустрый, самый первый уже есть. Смотрите, что здесь происходит. Они куда-то все бегут. Ой, боже мой. Сидите здесь, подождите, подождите. Ой, какой класс. Посмотрите, какой класс. Это все цыплята от моих курочек. Помните, я вам показывала, как все это происходило. Яйца я брала те, которые были у меня на данный момент. Просто зашла в курятник и забрала все из своих гнезд яйца, все в подряд, которые подходили на инкубацию, которые не подходили. Вот все, какие были, я все подложила под эту квочку. И петухи, все 3 петуха были чубатые. А курочки и чубатые, и без чубчиков были разные. Посмотрите, какие красавцы! Как хорошо выводит цыплят индюшка. Я просто в шоке. Я вам показывала, я здесь была день назад, и здесь вывелся один цыпленок, уже был желтенький, самый первый. Это из того яйца, которое в 3-м вольере, она сидела на них, рассиживалась. И это яйцо, получается, в первый день инкубации уже считается, оно уже 2 дня было насижено. Потому что эта индюшка на этих яйцах сидела уже в гнезде, рассиживалась. И поэтому он вывелся раньше, но, естественно, на 21-е сутки. А все остальные яйца, когда я уезжала, были наклюнуты. И мне нужно было уехать. И вот сегодня уже я приехала через день. И это сегодня уже 22-е сутки. То есть, кто вывелся, тот вывелся. Потому что 21-е сутки были вчера. Основной вывод цыплят был вчера, а меня здесь не было. Индюшка выводила цыплят самостоятельно. Это я делаю и умышленно. Я просто вчера не могла сюда приехать. И поэтому я последнее время так делаю и специально приезжаю на 22-е сутки, чтобы не лазить от любопытства под квочку. Обычно, знаете как, приходишь, а ну что там вывелось, а ну кто там появился. И лазим бесконечно под квочку. А последнее время я практикую приезжать на 22-е сутки. И тогда уже все, окончательный результат есть, и квочка сама все делает, сама знает, что нужно сделать. Ой, много разговариваю. Мне сейчас нужно срочно делать ей место, готовить и переселять. Но приехала я на пару часов. К сожалению, у меня очень мало времени, и я сегодня же должна скоро уехать. Поэтому все делаю в темпе и постараюсь вам все это показать, как я буду делать для нее место, и где она будет с цыплятами сидеть. Ой, какие они все разные, какие они все красивые, посмотрите. Пепельный даже есть. Ну и потом будем смотреть, что там, сколько яиц осталось под ней, что там у нее еще есть. Но вижу, что, наверное, основная масса вылупились. Ты не будешь меня сегодня кусать? Искусала мне всю руку. Будем с тобой сотрудничать? Я буду убирать за тобой. Кормить, поить тебя и твоих детей. Все, иду, готовлю вольер. Единственное место, которое я могу использовать для индюшки с цыплятами, вот этот вольер рядом с индюшкой. Конечно, не хотелось бы мне, потому что мне очень нравится, как здесь лигорны с индюками сидят, ночуют на жердочках. Очень хорошо они здесь освоились. Но вот этот вольер сейчас буду убирать.
И сюда буду переселять индюшку с цыплятами. Это единственное место, которое я сейчас могу использовать для этого. Мне надо, чтобы это помещение было с освещением, потому что у нас отключается сейчас электричество, и я не могу ее поселить в том помещении, где нет доступа к естественному освещению, то есть с улицы должно быть окно и должно быть освещаться помещение, потому что очень частое отключение света. Птица, особенно цыплята, они должны видеть корм, они должны всегда иметь свет, поэтому это идеальное будет место. Убираю здесь все, оборудую, чистую подстилку, все сделаю и буду срочно переселять. Все здесь убрала и застилаю солому, чистую солому. И еще хочу чашечные поилки сюда прикрутить. Здесь у меня есть бак с водой, и от него снабжение водой в этот вольер, вот так, чашечные поилки, и точно такие же здесь. Я их снимала для того, чтобы мыть. Все, вот так вот. Соломы много не нужно первое время, потому что цыплята маленькие, на коротеньких лапках, поэтому вот немножко вот так прикрываю, все. А по центру вообще раздвигаю, для того, чтобы здесь поставить корм и чтобы цыплята хорошо его видели. Чашечные поилки готовы. Хорошо, когда это все уже готово, сделано, и только осталось прикрепить. Вот так один раз не поленитесь, сделайте вот такие заготовки, и пусть они у вас находятся. Вот, смотрите, как это удобно. И безопасно, и удобно. Безопасно в том случае, если чашечная поилка сделана вот с такой защитой. Потому что птица может наступить лапой, может подлезть снизу, спиной поднять. И вот такая вся канистра вытечет воды прямо в вольер. У меня такое было. Поэтому на всех чашечных поилках у меня вот такая защита. И вот такой вот металл, который не гнется. Ну, птица, по крайней мере, не согнет. Небольшую подсказочку, где это я взяла. Это из сушки для посуды. Вот. Может быть, кому-то пригодится. И тоже сделают такую защиту. Сушка обычная для посуды. Просто вырезается фрагмент и сюда крепится. И также нужно, чтобы вот эти все соединения тоже были надежные, чтобы птица не могла ни лапой, ни крылом задеть и вынять отсюда шланг. Это тоже очень важно. Не знаю, получится ли у меня перенести вместе с ящиком их всех вместе. Ну, попробую, как это я делаю. Я сверху накрываю тканью, чтобы индюшка не видела, куда я несу ее. Попробую. Если она начнет вставать в этом ящике, накрытым тканью, то, конечно, придется отдельно переносить. Сначала цыплят, а потом индюшку. А пока попробую всех сразу нести. Получилось.
Выходим. Все получилось у нас. Давайте. 4, 6, 7. Ну, выходи. Выходи. 8. Опа. Давай. Так. 9. 10. 11. Ой. А ну не кусайся. Одно яйцо осталось. Все остальные, все цыплята вышли. Вот гнездо. Одно только яйцо осталось. Нигде надклёва нет. Скорее всего, замер зародыш. Все. Инкубация под этой индюшкой завершилась. Вот такие красавчики. Это все из моих яиц, моих кур. Вот, воду. Сейчас она им покажет, где пить. Она сама хочет пить. И вот так вот ставлю корм. Вот этот вывелся самый первый. И сидел, ждал всех остальных. Вот у нее черненькое пятнышко.
все остальные. Попробую сейчас достать, чтобы они покушали. У меня уже вся рука покусана. Ладно, не буду трогать. Выйдут. Это только 5, и под ней еще 6 штучек. Им тоже нужно кушать. Цыплята кушают стартовый комбикорм для кур-несушек. И пьют воду, чистую воду из чашечных поилок. Поилки я прикрутила в самое низкое положение, чтобы каждый цыпленок мог достать. Что тут у нас, как дела? Все нормально. Цыплята прячутся в домике. Выгребли, вижу, там все сено. Надо добавить еще сена в домик. Вода есть. А я пришла к шелковой курочке, которая сидит у нас на яйцах, квочка. И вы знаете, конечно, здесь неплохо. Я думала, что здесь жарче. И хотела бы ее перенести в то место, где сидела квочка-индюшка. Там прохладно, там в кладовке очень хорошо. И вот я пришла за ней. Здесь неплохо. Но этот же домик закрыт. И сюда не могут заходить ни араукана, ни шелковые петушки не могут зайти, а ночуют под домиком. Поэтому у меня была такая вынужденная мера на несколько дней. А вот теперь я ее хочу перенести. И для того, чтобы ее перенести, я взяла вот такую ткань. Всю ту же ткань, которой я ее накрою и в темноте перенесу, как я это всегда делаю. Вот так. Все, беру ящик и несу туда, куда мне надо.
вот так спокойно несу, и курочка молчит. Вот, молчит. И абсолютно ей все равно, куда ее несут. Здесь в кладовке ей будет комфортнее, потому что здесь и прохладно, и как раз вот стоит ящик, в котором она высиживала яйца в теплице, если помните. Она первый выводок вывела в поликарбонатной теплице, вместе с курочками сидела. А здесь будет тишина. Да, тишина. Вот так. Вот так я ее ставлю. И она будет здесь прекрасно сидеть. Вот так. Все. Вот так. Вот. Все, устойчиво стоит ящик. Если она на край ящика станет лапами, то не перевернет. Здесь яркого солнечного света не будет, а небольшое окно в этой кладовке есть. И опять же, это очень хорошо, что когда будет дневной свет, она увидит корм, встанет, поест и попьет воду. Все у нее рядом будет. Она опытная уже у меня квочка, она все хорошо знает. И здесь ей будет лучше, чем в домике. И здесь не будет рядом отвлекающих кавалеров, петухов не будет рядом. Здесь ей будет спокойнее сидеть. Никаких посторонних звуков. И вот так вот она здесь остается. Закрываю. И в кладовке она остается. Эта кладовка у меня для садовых инструментов. В этой кладовке есть вот такое окошко. И там дневной свет всегда есть. И теперь в домик могут заходить все, кто захотят. Принесла, насыпаю корм. А этот шустрик ко мне прибежал. Смотрите, какой красивый. Похож мне на курочку. Лапки, смотрите, какие шелковые. 5 пальчиков. Да подожди. Вот мама его. Копия. Копия. Ой, какой ты красивый. Ну, покушай. Можно с миски покушать, если хочешь. Угу. Вот так. Ну, а черный это петух. Во-первых, и крупнее, и уже даже видно по форме. По форме видно. А ну-ка, отойди, покажи немножко петушка. Отойди. Отойди, мы петушка посмотрим. Видно даже по форме уже, что это петушок. Так, немножко добавлю. И сюда еще к комбикорму я добавила немножко кукурузной, мелкой, вот такой битой крупы. Цыплята уже взрослеют, и им надо уже приучаться кушать более взрослую пищу. Вот, и я решила к комбикорму добавить немножко вот такой крупы кукурузной. Все.
А ну идите, пробуйте. Понравится вам? Не голодные. И видите, из домика выгребли всю солому. Сейчас принесу, подстелю им там. Все повыгребали. Пойдет? Вкусно? Зови деток. Квочка аферистка. Я так и знала, что она будет залетать туда наверх. Зачем ты учишь цыплят? А ну слазь быстро. Шелковицу достает. Выборочно уже могу нарвать персики. Это персик киевский ранний.
Настила и немножко соломы. Сначала хотела сено принести, а потом все-таки решила солому. Ну-ка, выйди, я оттуда постелю хорошо. Выйди. Иди сюда, иди. Иди ко мне, моя красавица. Так. Вот так. Все, вот так хорошо будет им. И приятнее будет на соломе. В идеале, конечно, было бы поставить им чашечные поилки сюда. И, возможно, я это сделаю. Просто сегодня у меня очень мало времени, поэтому чистая вода поменяла. Но чашечные поилки сюда поставлю. И будет и мне легче, и не буду переживать, что банка перевернется. Но так как здесь 3 птички, то им этого и будет достаточно. И курочка маленькая, и перевернуть эту банку навряд ли она перевернет. А вот второй квочке точно сделаю чашечные поилки. И теперь здесь тоже чашечные поилки. Очень удобно это делать вот так на табуретке. Можно перемещать в любое место курятника, вольера, загона. Я так делаю. Прямо креплю на табуретку. И независимо от того, можно куда-то к какой-то стенке прикрутить, я могу перемещать эту табуретку в любое место. Потому что здесь, допустим, сетка очень мягкая, сюда не очень надежно. Можно, но не надежно будет. На эту тем более, потому что это все временная загородка. Когда бак стоит с водой на табуретке, это надежно, крепко. И эти чашечные поилки у меня тоже, смотрите, с защитой. Обязательно защита, чтобы куры не поломали и не вытекла вся вода, когда меня здесь не будет.
Я еще успела полить в теплице, потому что это очень важно. Потому что это важно, чтобы перец был толстостенный. Здесь должно быть всегда полито. Но и не заливать, потому что здесь в теплице могут появиться слизни. Поэтому полив нужно обязательно контролировать. Бегу за яйцами. Совсем мало времени осталось. Я приезжала цыплят у индюшки принимать. И поэтому на все остальное у меня вообще нету времени. Бегу, соберу яйца. Не знаю даже сколько там. Сколько будет. Меня не было только один день здесь. Поэтому сколько будет. Вот сколько нанесли мои курочки. Пока я уезжала. Один день. Один день меня здесь не было. И еще тут несется. И вот помощницы мои. Быстро собираю. Даже думала, что не успею собрать яйца. Но как же без яиц ехать домой? Как же без яиц? Поэтому очень-очень быстро. Бункерные кормушки кормят моих кур. Ничего не насыпала сегодня, только налила чистую холодную воду. Потому что у нас очень жарко. И у кур обязательно должна быть вода. Нет воды, нет яйца. Это золотое правило. Без воды яиц не будет. Поэтому воды нужно ставить максимально много. Здесь будет еще. Здесь нет. Здесь будет. И здесь будет еще. Но это уже в следующий раз буду собирать. Так, и здесь. Здесь тоже есть яйцо. И оно целое, несмотря на то, что гнезда еще без линолеума и без мягкого материала. Целое. Вот, скорее всего, здесь в этом гнезде несутся, потому что вот надо прикрутить. Это все я убирала для того, чтобы обработать гнезда от клеща, я вам рассказывала. И пока клеща нет. Но каждые 5 дней я буду обрабатывать гнезда. Поэтому линолеум, который здесь еще будет лежать, закрывать вот это все, всю эту конструкцию внутреннюю этого гнезда, линолеум меня ждет. Как только я увижу, что все, я справилась с этим куриным клещом, я сразу же накрываю линолеумом. А пока куры несутся и сюда. Бегу дальше. Так интересно лежали курочки. 3 рядышком беленькие. Так, индюшка сидит в гнезде. И тут охрана. Спрятались. Я думаю, что куры спрятались от жары. У нас на улице 40, плюс 40 градусов. Поэтому в курятнике куры спасаются от жары. А здесь прохладно. Повесила я липкую ленту от мух обязательно. Все здесь нормально. Кушаем, пьем. Гуляем, тишина, тут все нормально. Здесь
Здесь надо забрать яйца. Здесь надо забрать яйца. Так. И что я вижу? Сейчас покажу вам. Так, яйцо одно крупное за один день. И смотрите, что я еще вижу. А вот это что? Тоже было когда-то яйцо. Только одна пленочка. Видите? Пленочка от яйца. Она так интересно разговаривает с цыплятами. Так, все, я опаздываю. Так, и заберу здесь. Здесь тоже что-то, наверное, есть. А ну-ка. А ну-ка. Ага. Вот. Одно индюшиное. Больше пока ничего нет. Цыплята тоже бедные страдают от жары. Жарко. Находят себе здесь холодочек, тенечек. Ну и зашел бы в курятник. В курятнике все-таки прохладно. Курочки легорные пока не несутся, отдыхают. Первое яйцо они снесли мне. Я очень рада этому факту. И сейчас они немного отдыхают. Это нормально. У молодок так должно быть. Они немножко отдохнут и уже будут нести крупное яйцо. Таким образом укрупняется яйцо у молодых кур. И традиционно яйцо араукана. А нету. А яйца нету. Видите, в гнезде ничего нет. Что-то ты, петушок, не проконтролировал снесение яйца араукана. Ладно, идем дальше. У фаверолей. Сейчас посмотрю яйца. О, а чего там? Непонятно, почему она снесла сюда яйцо. Вот это да. В гнездо почему-то не снесла. Ну-ка посмотрю, может быть. Ну что ж ей не понравилось здесь? Нет. Тут яйца нет. Непонятно, почему она снесла его на полу в домике. Ладно. Все, вот яйца практически за один день. Все собрала и быстренько уезжаю.
кричат, зовут. Я все знаю, все помню, что вы хотите траву. Нате. Идите, только не рассыпайте. Кушайте. Кушайте траву. И перед самым отъездом хочу посмотреть, что тут. Вот еще 2 яйца, и я люблю забирать их именно когда уезжаю, потому что я точно знаю, кто снес эти яйца. Когда я сюда приходила, я вам показывала, здесь курочка сидела, вот ее яйцо, и показывала, здесь сидела курочка. И вот это ее яйцо. Поэтому я всегда, когда прихожу, уезжаю после сбора яиц, еще собираю яйца. И тогда я знаю, какое яйцо несет какая курочка. Конкретно по внешнему виду яйца. Все, еще добавка 2 яйца. И обратите внимание, рассыпанного зерна возле кормушки нету. Ни лапой, ни клювом. Из такой бункерной кормушки самодельной курочка не выгребает клювом. Кому будет интересно, у меня есть видео, как мы делали эти бункерные кормушки. И есть отдельное видео с конкретными, с точными размерами этой бункерной кормушки, которую мы делали сами. И здесь промерен каждый сантиметр для того, чтобы зерно не высыпалось и не выгребалось. И вот такая бункерная кормушка для кормовой ракушки.